Приветствую! В этом видео ты узнаешь новые факты о книге «Трансформатор». Реальное отношение Дмитрия Портнягина к бизнесу. Мы разберем темперамент человека и поймем причину его взлета и падения. Я, Артур Федоров, занимаюсь изучением индивидуальных различий людей. Способен за 5 минут определить, на своем лимите находится человек. В конце видео я поделюсь своим навыком, и ты сможешь самостоятельно определять, кто перед тобой стоит. Поэтому присаживайся, будет очень интересно и полезно. Сейчас можете посидеть с нами, просто понаблюдать, как мне будет плохо и тяжело, потому что системность — это вообще не моя история. Дмитрий, по сути, продает идею счастья в деятельности. Эта идея старая как мир. Еще Конфуций сказал: займись тем, что тебе нравится, и тебе не придется работать ни дня в своей жизни. И действительно похоже, что Дмитрию очень нравится вести бизнес-лайфблог. К тому же сегодня это стало приносить ощутимый доход. Почему же многие на него взъелись? Давайте разберемся, обоснована ли критика, или это банальная зависть? Является ли Дмитрий экспертом в бизнесе, или это надувательство? Чтобы разобраться, в чем реальная экспертность Дмитрия, нам нужно знать размер полей головного мозга. Наиболее крупные осознанные зоны являются его экспертностью, а наиболее маленькие – болью и радостью. Определив темперамент Дмитрия, я утверждаю, что наибольшие зоны являются моторные. Это делает Дмитрия экспертом в красоте, статусе, воле. А также мы видим сильный эмоциональный интеллект благодаря подвижной мимике. Мы видим, как уверенно Дмитрий завоевывает пространство, находит контакт, красиво презентует себя и мастерски упаковывает даже самый тривиальный бизнес или товар. Наименьшие центры логического и абстрактного мышления обуславливают Дмитрия испытывать вину за несоблюдение закона, правил, логики. Какая маржа? Мы видим, как неуверенно Дмитрий апеллирует к цифрам. Ему сложно установить причинно-следственную связь и увидеть закономерности. С другой стороны, на уровне подсознания Дмитрий испытывает огромный интерес к технологиям, деньгам, бизнесу и трендам. Это мотивирует и радует его, как мечтательного ребенка. Именно с этой радостью Дмитрий вошел в информационное пространство YouTube. Работает в себе человек, заряженный мотивацией. Что в этом плохого, скажете вы? Да ничего страшного, если бы его деятельность имела статус хобби. А на взрослого человека ложится социальная ответственность. Ведь от его компетенции зависит качество нашей с вами жизни. Создавая мыльный пузырь своих детских амбиций, Дмитрий забывает про реальные законы ведения бизнеса и вводит в заблуждение огромное количество людей. Да, в детстве каждый представлял себя космонавтом, смелым пожарником, заботливым доктором или, может быть, величайшим предпринимателем. Но взрослея, наши мечты сталкивались с реальностью, проходя через социальное сопротивление. Нам приходилось думать об интересах других людей и нести ответственность за свою позицию. Но те, кто был окружен заботой и избежал социального сопротивления, как правило, оторваны от интересов общества и протаскивают свои детские мечты уже во взрослую жизнь. С приходом социальных сетей это стало делать значительно проще. У таких людей появилась возможность заявить о своей детской мечте большой аудитории, что может сильно исказить представление о действительности неопытных людей. И только четко поставленный вопрос реально компетентного человека может поставить на место непозрослевшую личность. Сегодня из-за низкой эффективности рекламных интеграций, слабой юридической и правовой поддержки, сильного расхождения заявленных оборотах компаний, образ успешного предпринимателя Дмитрия Портнягина сильно пошатнулся, и на него обрушилась лавина негативных отзывов и разоблачений. В связи с этим у меня возникает только один вопрос. Если Дмитрий такой пустослов, то почему это стало очевидным только сейчас? Неужели люди не видят реальные компетенции человека? Ладно, обыватель, которому охота посмотреть на красивую жизнь. А как же клуб предпринимателей? Ведь обеспеченные люди должны иметь представление о компетенциях предпринимателя. Или нет? Оказывается, даже успешные люди не защищены от иллюзии, так как имеют лишь образ другого человека в своей голове. Мы видим маркеры успеха и по количеству социальных касаний с известными людьми вешаем на человека ярлык, который часто никак не отражает его реальные возможности. Предлагаю послушать, что думает по этому поводу Андрей Курпатов.
Это такой массовый самообман, который мы не замечаем. Мы пользуемся очень примитивными схемами, накладываем на других людей какие-то такие ярлыки и вешаем. И после этого общаемся вот с этими образами других людей, созданными в нашей дефолт-системе мозга. Но как научиться видеть реальные возможности человека? Будь то бизнесмен, консультант, врач или другой эксперт, от которого зависит качество нашей с вами жизни. Как распознать ложь и дать возможность компетентным, но скромным людям занять свое место в жизни. По мнению Сергея Савельева, сегодня в обществе очень остро стоит вопрос соответствия должности. Организация нашего общества, она продолжает носить биологический характер. То есть разумного и рассудочного у нас очень мало, в основном имитационные формы. Вопрос компетенции человека кроется в индивидуальных различиях головного мозга, определив которую мы сможем организовать деятельность людей наилучшим образом. Оценка человеческих способностей по структуре мозга, она является единственным ключом на сегодняшний день, развивая который мы можем выйти на индивидуальные особенности. Ключ, открывающий индивидуальные особенности, уже есть. Я владею инструментами, позволяющими по тексту, речи, мимики и другим невербальным реакциям реконструировать мышление человека и за считанные минуты понять его компетентность и отношение к делу. И знаете что? Я научился отличать энтузиазм от профессионализма. Профессионал спокоен и непоколебим, а человек, пытающий нам что-то доказать, с горящими глазами просто желает заполучить наше внимание. Научной точки зрения, энтузиазм, демонстративное поведение – это активность полового радикала. Стратегия поведения, позволяющая увеличить шанс успешного продолжения рода. Сергей Савельев называет это инстинктивной формой поведения. Эрик Берн – состоянием ребенка. Андрей Курпатов – радикалом рефлектора. В той или иной ситуации каждому из нас присуще подобное состояние. В некоторых профессиях такое состояние просто необходимо. Например, тамада вряд ли успешно приведет мероприятие, если будет серьезным. Но когда человек позиционирует себя как предприниматель, то довольно странно наблюдать его в таком состоянии. Мой личный опыт показывает, что спокойные люди являются наиболее компетентными, а те, кто позирует, как правило, ничем особым не обладают. Вероятно, и вы замечали подобное. Не зря говорят, мастер своего дела предельно спокоен. Сегодня я использую свои знания для выбора компетентного врача, мастера или другого специалиста. И, конечно, я не стал бы всерьез воспринимать Дмитрия как бизнес-стратега, понимая, что это для него лишь детская мечта, его внутренний мотив. Действительно, мы видим, сколько детского энтузиазма в Дмитрии, когда он увидел на мониторе алгоритм работы своего канала. Он рефлексирует на технологии, деньги, бизнес и тренды. Вот они, выпуски трансформатора. Вот так выглядит трансформатор внутри. Как вы считаете, это реакция взрослого предпринимателя, заплатившего за консультацию 700 тысяч рублей? Или ребенка, которому показали новую игрушку? Вон, смотрите, сколько задач, стоит перед нашей командой. И 15 или 20 человек каждый день. А вы еще дизлайки ставите. Для Дмитрия технологии, бизнес, тренды – это всего лишь его детская игрушка, подсознательный мотив. Мы стараемся трейдить, мы стараемся майнить, мы стараемся перепродавать оборудование, работать как-то на этом рынке. Работать как-то – слово, которое очень точно отражает качество работы в состоянии ребенка. Самое главное – это производить впечатление, а эффективность уходит на второй план. Если деньги, технологии, тренды для Дмитрия являются подсознательным мотивом, то правила, закон, цифры он осознает, и это то, за что он испытывает чувство вины и социальную ответственность. Сергей Савельев называет это социальной формой поведения. Эрик Берн – состоянием родителя. Андрей Курпатов – радикалом центриста. Но мы видим, как Дмитрий изворотливо врет и приукрашивает цифры, что говорит о низкой социальной ответственности. Об этом кричат многочисленные отзывы и разоблачения, но Дмитрий в этом видит лишь попытку отобрать у него его детскую игрушку под названием «бизнес». Когда эта вся хурма началась, я обратился к нашим знакомым пиарщикам, и они мне рассказали, что существует такая профессия, как пиар-киллеры. Он не замечает собственных противоречий и готов идти на все, чтобы остаться в игре. Познакомившись с книгой «Трансформатора», я уже с первых минут понял, что книгу написал другой человек. Поясню. Каждый из нас, в зависимости от ведущей левой или правой префронтальной коры, обладает либо позитивным, либо негативным взглядом на вещи. Мы видим, как Дмитрий говорит о том, к чему стоит стремиться, чего желать, говорит о чувствах и отношениях.
А в книге закономерности и логические связи, плюс игра от негативного сценария. Например, «Но я не сомневаюсь». Дмитрий бы написал «Я уверен». В общем, по стилю написания можно точно определить темперамент человека. Поэтому и тут Дмитрий нам лжет. Хотя нравственные советы раздавать он гораздо. Если вы заходите в медийное пространство, никогда никому не врите. Правила морали для него лишь инструмент для манипуляций. Ведь его книга начинается с этих слов. Дмитрий Портнягин. Трансформатор. Сохранена редакция автора. Перед вами никем не приукрашенная история из первых уст. А теперь я хочу вам представить скромного человека, который потратил огромные усилия на создание этой книги. Оксана, кстати, представитель компании «Эксмо». По реакциям Оксаны мы видим, что Дмитрий не уважает не только своих читателей, но и договоренности с редактором. Иначе зачем она так пристально вглядывается в своего заказчика и ухмыляется при слове «помогала мне писать книгу». И Оксана тот человек, который помогала мне писать книгу. Обратите внимание, как сильно Дмитрий нервничает из-за такого пристального взгляда. Поза зажата, голос подавлен, взгляд как у двоечника, не сделавшего домашку. Он даже сглатывает в конце. Разве так люди презентуют свою первую книгу? Далее, Оксана, как справедливая учительница, дала возможность Дмитрию ответить на простейший вопрос. 40 рублей умножить на 120 тысяч. Давай. Впрочем, на него Дмитрий не смог ответить. 4 миллиона 800 тысяч ты уже заработал. Что означает, что Дмитрию глубоко наплевать, что о нем подумают люди. Важно лишь удовлетворить собственные потребности. Все похуй, идут работать на такие ответственные работы, а потом, везде, пиздец наступает в обществе. Вы можете спросить, если человек такой разгильдяй, то как он смог добиться этой известности? Если ранее мы с вами говорили о мотивации и социальной ответственности, то сейчас самое время сказать о сильных сторонах Дмитрия Портнягина. Именно красивая картинка, уверенное управление эмоциональным фоном позволило Дмитрию добиться известности. Попросите Дмитрия рассказать про упаковку и отношения, и вы увидите, как здорово он в этом разбирается. Это будет привлекать внимание, люди будут останавливаться и просто получать удовольствие и кушать. Классно, обалденно. Сергей Савельев называет это рассудочным мышлением. Эрик Берн – состоянием взрослого. Андрей Курпатов – радикалом конструктора. Давайте посмотрим, как проявляется экспертность Дмитрия. Для примера я выбрал знаменитое интервью с Евгением Черняк. Этот диалог интересен тем, что Дмитрий и Евгений обладают противоположной экспертностью. Мозг так устроен, что человек не может одновременно обладать сильным эмоциональным и логическим интеллектом. Всегда преобладает что-то одно. Так, Евгений более всего силен в логической сфере и испытывает вину за отношения. А Дмитрий великолепно ориентируется в этической сфере, но не силен в логической. Несмотря на то, что все показывают отрывок, как сначала Евгений Черняк прижимает Дмитрия вопросом про маржу. Какая маржа? В целом эта дискуссия была в пользу Портнягина, так как вскоре ему удалось перехватить инициативу и двумя провокационными репликами заставить Евгения испытывать чувство вины. Когда мы сюда зашли, на эту сцену, первое, что вы сделали, это поставили меня под свою гребенку. Вот. И подумали, что вот как вы скажете, так и важно для всех. А вот я, когда в медийном пространстве нахожусь и вообще, в принципе, общаюсь в обществе, знаете, я просто выйду после этого, и я буду общаться со всеми людьми, а вы выйдете за сцену. Обратите внимание, как уверенно ведет диалог Портнягин, рассуждая про отношения, и как зажался Дмитрий Черняк. Ведь для него отношения являются социальным долгом. Он испытывает за это чувство вины. Не сумев сохранить конструктивное русло диалога, Евгений Черняк поддался на провокацию и упустил инициативу разговора. Я предлагаю, чтобы я после мероприятия не уходил за сцену, прямо сейчас сходить к людям и поговорить прямо там. Приглашаю вас в зал. Мне кажется, это суть. Нет, Да подождите. Сделайте потише, пожалуйста. Вскоре этическая сфера наполнила информационное пространство, и Дмитрий получил огромное преимущество. В итоге Евгений Черняк был вынужден признать силу оппонента и предоставил Дмитрию пьедестал предпринимателя нового цифрового века. Я аналоговый человек, рожденный еще в СССР. Это предприниматель новой цифровой эры. Так работает когнитивное искажение из-за чувства вины. Я принял совет, большое спасибо, но я так понял, в совете легкий сарказм. Мы видим, как близко к сердцу Евгений принимает критику, что говорит о честолюбии и высокой социальной ответственности.
Именно эти качества помогли ему однажды отвергнуть несправедливые условия и выбрать свой собственный путь, который привел его на обложку журнала Forbes. Я посчитал это решение несправедливым, на одном из собраний дистрибуторов об этом заявил. После этого меня, мягко говоря, попросили выйти из собрания и из дистрибуции этой торговой марки. Не буду ее называть, она известна. Ну, я, выходя, в общем, достаточно эмоционально сказал, через год у меня будет своя торговая марка. Через 14 месяцев после этого заявления мы запустили завод, а через год, может быть, полтора после запуска завода Хортица стала лидером рынка. Вот и вся история. Когда у Дмитрия лишь детские амбиции и энтузиазм. Мне, конечно, интересно, как люди попадают сюда, не только на обложку, но и внутри журнала. Чтобы попасть, нужно стать миллиардером. Как минимум. На обложку. Вот это того, чего мне будет не хватать. Спасибо вам огромное. Спасибо. Вот она декларация. Сейчас я приеду в офис, поставлю ее в рамку и повешу на самое видное место, чтобы ее видели не только я, но и моя команда. Да, не имеет тормозов и ценностей. На энтузиазме можно быстро взлететь, но вполне закономерно быстро упасть. Евгений Черняк возвел бизнес на десятилетия вперед и передаст его будущим поколениям. Ты понимаешь, что у тебя будет что-то, что ты передашь своим детям. То есть это бизнес не на одно поколение. Поэтому я сторонник того, чтобы хоть и тяжело, и долго, но строить свои бренды. А Дмитрий, поставив все на свой персональный бренд, сделал свою позицию очень уязвимой. Представляете, какое напряжение он испытывает? Избыток внутренней мотивации и недостаток внешней нарушает золотое сечение или правило «бери, давай». Человек становится нецелостным. Его слова и поступки сильно разнятся, а резкие подъемы настроения чередуются резкими провалами. Такой человек не внушает доверия, его действия часто оказываются бесполезными или даже вредными. Попытка восхождения на Эльбрус является ярким тому примером. В больнице будут готовить операцию. Чем быстрее это сделать, тем лучше. Потому что парень мучается жестко. Дим, ты такую ответственность несешь. Столько ответственности. Надо обязательно на вершину зайти. Обязательно. Я думал о том, как я буду праздновать победу. Это настолько было глупо с моей стороны, и я это признаю. Каждый из нас обладает своей экспертностью, социальной ответственностью и внутренней мотивацией. Внутренняя мотивация – это топливо, социальная ответственность – это крылья, которые с одной стороны создают сопротивление и мешают взмыть вверх, как ракета. С другой стороны, помогают управлять полетом и удерживать стабильное положение в воздухе. Те, кто стремится преодолеть социальное сопротивление и выйти на космическую орбиту, спешу огорчить. Специалисты уже давно определили, что люди, оторванные от интересов общества, глубоко несчастны. Самый масштабный в истории эксперимент Гарвардского института показал, что нас делают счастливыми другие люди. И Андрей Владимирович Курпатов совершенно уверен, что именно социальное сопротивление порождает талант и делает жизнь интересной. В общем, я призываю вас социальное взаимодействие сделать этот разряженный воздух социального сопротивления более густым, чтобы эксперты пробивались, оттачивали свой алмаз и превращали его в бриллиант. Итак, как определить эксперта? Эксперт спокоен. Задавая вопрос в его компетенцию, он абсолютно спокоен, не кичится знаниями и чувствует себя уверенно. Не пытается нам ничего доказать или не пытается горящими глазами нам сказать: «Вау, это супер круто». С другой стороны, мы меряем, как у Евгения Черняк, например, у него логика сильная. Переходим на этику, говорим о отношениях, об обстоятельствах, пытаемся прощупать этот момент. Если человек паникает, проявляет свое внимание, значит, человек использует свои компетенции в наших интересах. Это социально ответственный человек. Если у него еще глаза горят, и он бодренький, значит, что вообще гений. Перед нами человек настоящий мастер, энергичный. Вот такие глаза горят. Поэтому слова Конфуция нельзя воспринимать так прямо, что только работай на своем мотиве внутреннем. Ты быстро взлетишь, но очень быстро упадешь, потому что социальная ответственность – это твои крылья, на которые ты опираешься, когда находишься в обществе. Да, сегодня воздух разряжен, но ты можешь найти ту среду, в окружении, в которой ты будешь себя чувствовать плотничком, опираться на них
и будут люди опираться на тебя. Это очень классное обстоятельство, которое поможет тебе быть счастливым. С тобой был Артур Федоров, скульптор мышления. Подписывайся на канал, ставь лайк и увидимся в следующем видео. Пока!